Всем привет, друзья! Это 4-й выпуск прекраснейшей рубрики «Ухонос», которая все еще не получила широкой огласки только лишь потому, что вы не ставите лайки, колокольчики, не подписываетесь, не рассказываете своим друзьям о том, что есть такая прекрасная штучка, такая рубрика, такая передача. И мы, собственно, начинаем. В этой рубрике, насколько вы помните, мы разбираем новости со всего мира, новости касаемо абсолютно любой частички сознания. Не то хотел сказать, Николай, ты поменял цвет. На юге Китая взорвали 15 небоскребов одновременно. Все они были недостроены в срок и поэтому попали под снос. Одно здание смогло устоять, из-за чего местные уже прозвали его Пизанской башней. Охренеть. Вон народ с жиру бесится. Туда можно было заселить наших. Они бы жили в не вовремя сданном доме. У нас все дома сданы не вовремя. 15! Некоторые вообще никогда не будут сданы. Так они их построили 15 дней назад, думают, 2 недели. Не, знаешь, мы ж забыли, помнишь? Они могли просто в Украину отправить помощь такую, пригласить людей в небоскребы. Сказать: ребят, мы очень сильно извиняемся, мы понимаем, что мы вам предлагаем жилье в доме, который недостроен, но это бесплатное жилье в небоскребе. Квартиры от 80 метров до 210. Нет, так и наши ребята бы такие сказали: недостроенный дом. Он нам и нахуй не нужен. Не, я ж тебе говорю, они снесли. Хрущевка. 5-й этаж был сдан секунда в секунду. Слушай сюда. Нет, слушай, они тебе говорю, что они снесли, они за день это все уберут, и потом за 2 недели заново все построят. Конечно. Они говорят, где-то они унитаз забыли поставить, честно. Там на объекте просто несоотносимое количество сотрудников. У нас высотку закрывают 30 человек, там 150 тысяч как бы. На одном. Просто для того, чтобы кирпичи не поднимать наверх на грузовом лифте, что занимает 60 секунд. Они просто передают. Они просто передают их друг другу. В Китае за 24 миллиона перенесут гигантскую статую. Она стоила примерно столько же. Памятник перенесут на 8 километров, потому что он не нравится местным жителям и нарушает правила высотности района. Монумент построили в 2016 году. Его хотели внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую бронзовую статую генерала в мире. Чтобы попытаться зафиксировать достижение, авторам пришлось искать лазейку в законе. В районе Цзинчжоу, где поставили памятник, запрещено возводить сооружение выше 24 метров. Но подрядчики получили разрешение на строительство постамента, а статую задекларировали как произведение искусства. Его установку не нужно согласовывать. Чуваки сделали за 24 миллиона статую и за 24 миллиона ее перенесли на 8 километров. Я ничего не хочу сказать, но мне кажется, что где-то в рядах китайских чиновников затесались наши ребята. Потому что перенести за 24 – это наша тема, а не их. Это не китайский бизнес. Необразованная индийская поэтесса придумала собственный алфавит. Мне кажется, что он в наших школах у всех был собственный алфавит. А что, вообще головняк придумать алфавит? Это набор каких-то значков, которые в совокупности что-то означают. Стихов. 3, 14, 12, 28, 6 и 2. 8, 20 и 12 вышли вместе за 8. Да, это, кстати, белый стих. Вьетнамца приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение коронавируса и штрафу в эквивалентному 65 тысячам рублей за распространение коронавируса и нарушение антиковидных правил. Мужчина не самоизолировался и заразил 8 человек. Один из них скончался. $1000 как бы понес наказание человечек. Опять же, вот мы вчера были на свадьбе, женилась вьетнамская девочка. Как вьетнамская? Чан фамилия. А у ребят еще будет сын. Я говорю, как вы могли вообще, в принципе, поменять фамилию Чан на какую-то нашу славянскую? Вы бы его назвали Джеки, ну и реально был бы сынок в нашей харьковской школе Джеки Чан. Ну, он бы просто выиграл бы все конкурсы, все споры. Все вообще. Все, у него жизнь удалась. Все, ты Джеки Чан. Но я бы, единственное, на что я поменял бы Носов Владимир, только на Джеки Чан. Я тебе кто стала? Елена Соловьева какая-нибудь? Ну, образно, да. Ну,
Муж, конечно, не предприниматель. Не предприниматель. Соловьев, видимо. Не предприниматель. Ну, славяне, ну, мы ж такие ребята, знаешь, далеко ходить не надо. Мы не обсудили. Чувака, значит, лупанули на $1000 за то, что, значит, 8 человек заболели, 1 умер. За то, что люди заражают других людей сифилисом, платят? Есть практика штрафа? Платят, конечно. Потому что я думаю, что есть такие ребята, которые букет разнесли не в один дом. Не, если совершеннолетние, то не платят. Дети только платят. Дети платят только. Если ты ребенок-разносчик сифилиса, то ты платишь штраф? Да, получается так. Значит, тебя называют обезьяной, и все. Типа по-дружески так. Ты ж моя обезьянка. Ты моя обезьянка. Сифилисная. Помнишь, как это детский анекдот, когда стоит голая женщина на крыше, красивая, и хочет прыгнуть. Тут мужичок выходит на крышу и говорит: слушай, а что ты прыгаешь? Он говорит: да ну, жизнь полная херня, там вообще это. И так, может, я тебя... И ты потом прыгнешь, ну тебе какая разница? Она говорит: да ну давай. Ну и вот трахнул. Я понял, это не поговорил. Прыгает, он говорит: с ветерком, он говорит: с треперком. Сука, первый раз я слышу от тебя за 3 года смешной анекдот. Ты такой же говорил не раз. Да? Да, было такое. В США нейросеть проверяет патенты на нейросети. Управление по патентам и товарным знакам США перестало справляться с объемами данных о нейросетях. Специалисты решили поручить эту работу другой нейросети, которая анализирует текст патентов и цитаты в документах. Ну, так давно, кстати, такая штука. В Гугле есть такая. Я, ребята, предупреждаю вас только об одном. Что во всем этом тексте кроется одна очень большая угроза. Совершенно в скором времени эта новость будет звучать вот так. В США нейросеть проверяет патенты на нейросети. Управление по патентам и товарным знакам США перестало справляться с объемами данных о нейросетях. Нейросети решили поручить эту работу другой нейросети, которая анализирует текст патентов и цитаты в документах. Поэтому откладывайте денежки потихонечку на старость, потому что... The end is near. End is near. Так страшно, когда роботы работают на складе, вот эти собачки. А ты видел, как они прыгают уже? Это ужас. Когда они научились ходить, Boston Dynamics, все там ха-ха, потом их начали бить ногой. Они типа начали выдерживать удар. А сейчас они синхронно танцуют брейк или что они там вообще танцуют. Я думаю, что объективно, на самом деле, как бы Boston Dynamics внутри, как по конфигурации завода, напоминает чем-то производство УАЗа. Просто у них, как бы, как и во всем остальном, очень хорошо поставлен продакшн, и они снимают ролики на любую На самом деле, ты заходишь на завод, а там сидит техасский рейнджер, вот так вот курит, пьет шотландские виски. Положите на тумбочку. В Израиле нашли древнюю гирьку для обвеса покупателей. Обвеса. Ей 2700 лет. На грузе выгравирована цифра 2. То есть ее заявленный вес в древней еврейской системе мер 2 гера. Это 0,9 грамма. На самом деле гирька почти в 4 раза тяжелее, 3,6 грамма. Выставляя на весы более тяжелые или легкие гири, торговцы продавали меньше товара за большие деньги. 2 грамма и 8 грамм. Там как бы хрен пойми. Я, кстати, такое на самом деле видел. Знаешь, как делали на центральном рынке у нас? На мясных рядах, значит, вот эти весы, 2 вот эти площадочки, да, получается, слева и справа. И вот это А вот эта тарелочка, на которую кладется мясо, она получается с бортиком. То есть, если ее перевернуть, она такая, как типа тарелочка. Что они делали? Они брали сало и налепливали вот так вот по краям на вот этот бортик. И ты, получается, кладешь, когда, но ты его не видишь, потому что оно под бортиком вот тут внизу. Но я когда-то увидел, что я стал, значит, мама покупала мясо, я стал завязывать шнурки, поднял голову наверх на весы, а там мясо налеплено на этих весах. Да, именно комбинация. Я маме тихонечко маму на отвод говорю, там смотри, короче, такая ситуация. Она ж предъявляет, вот, этим, значит, ребятам, они говорят, в смысле обманывают?
Жиночка, говорит, мы тут с мясом работаем. Понятное дело, что оно где-то что-то тут налипло, мясо. Мы же с мясом работаем. Но оно постоянно здесь у меня туда-сюда ерзает, ходит. Конечно, ну вот да. Ну, пожалуйста, могу и почистить. И убирает оттуда килограмм свинины просто, понимаешь, из-под бортика. Ты понял, комбинация какая? Вообще невозможно обвинить в мошенничестве, потому что в натуре с мясом постоянно сало, вот это все. Красиво. Красиво. Не, ну, у нас, ну, видишь, я тебе еще 3 способа случайно назвал. Все тобой лично испытаны. Обезьяны на Бали оголодали без туристов и совершают набеги на дома. Сами по себе эти обезьяны всеядные, могут питаться не только подачками туристов, но и искать еду в лесу. Но похоже, что годы, проведенные в тесном контакте с людьми, основательно изменили их вкусовые предпочтения. Но специалисты предполагают, что дело не только в еде. Обезьянам стало банально скучно без туристов. Работники заповедника призывают местных жителей иногда приходить в лес и играть с животными, чтобы те не сходили с ума. Ну, блин, эти животные, я когда был в этом городе обезьян, ну, там пипец, ребята. У меня вода тут торчала, она просто откуда-то прилетела на мой рюкзак, оскалилась на меня зубами, выхватила воду, отпрыгнула, лапами открутила воду, выпила. И запрыгнула обратно, и начала просто залазить. Я не знаю, что ее бить, бросать рюкзак, ну, стрёмно. Пока ее работник парка просто палкой как не уебал вот так вот по шапке. Так и хочется после этой истории пойти поиграться с обезьянками. Да, прям в лесу. хочется. Что, знаешь, желательно часа в 2 ночи. Без фонарика. Заходите, говорит. Про Бали рассказывали очень страшную страшилку такую, там, в Убуде, если, типа, ты на вилле находишься, нельзя, типа, никакую еду ни в коем случае с виллы выкидывать, потому что обезьяны, типа, ну, все, пипец. Нарисуются обезьяны, и жопа будет. Ну, что ты думаешь, я не протестил эту историю? Что я только не кидал с этого балкона, я тебе говорю. Пол ящика бананов туда улетело. Никто не пришел? Колбаса, хамон, свинина. Я, конечно, извиняюсь, но это все органические вещи, они все упали на землю и как бы... И кто-то съел точно. Ни одной обезьяны не нарисовалось. Ни одной. А что не Вот там где-то в 5 километрах я одну увидел, просто потому что зоркий глаз прыгала по дереву. Все. И то заблудилась. И то именно, да. Вообще насрать было, они там тусили, да, типа, ну, у них там все растет. Не, они такие, прикинь, сидят там внизу, куда я всю эту еду бросаю, такие хавают, думают, Сидят, говорит, посмотри. Да. Прикинь, реально думают, что мы будем атаковать их за еду, прикинь. И банан такой с дерева раз. Раз. Тут апельсинчик такой заела. Да, тут кокосик раз запила. Так. Сгоняй риса возьми на поле. Она и так зачем? Раз опустила. Эти люди, эти ебаные думают, что мы дикие. Прикинь, жарят себе там что-то. Такой кальян. Кальян? Майами, це точно. В Канаде наркозависимые подали в суд. Все представили эту картину, да? В Канаде наркозависимые подали в суд на правительство из-за запрета наркотиков. Ну, пока что все логично. Активисты утверждают, политики ответственны за смерти от передозировок, так как из-за того, что наркотики нелегальны, запихиваешься пока есть. Отсюда родился термин «жадный планокур», которому говорят, что надо сделать 1 напас и прекращать. А он 3 делает. Это нормально, у меня как бы здоровый организм. 3 жадных. Понял? 3 жадных. От передозировок, так как из-за того, что наркотики нелегальные, зависимые вынуждены покупать их на черном рынке. За качество веществ никто не отвечает. И в случае трагедии виновных нет. Она нет и суда нет. Не, ну нормальный протест. У нас он не прокатит, конечно. То есть канадцы, наркоманы канадские, выступают за то, чтобы наркотики продавались официально, потому что их приходится... Чтобы не травануться. Да, чтобы не отравиться. Чтобы можно было предъявить претензии заведению. Но вот здесь, мне кажется, тема не совсем раскрыта. Они умирают от передозировок. То есть, если они будут продаваться официально, то там будет как-то лимитировано. Ну, ты можешь купить по паспорту, типа, вот ты купил, вот знаешь, что ты можешь в месяц купить вот столько-то. И если больше, то тебе борода. В смысле столько-то? Ну, у всех разный организм. Кого-то напирает от чуть-чуть, а кому-то нужно как слоняку напихать. Значит, садишься, куришь, они тебя Должен быть измеряют. какой-то кабинет, как в офтальмолах. Конечно, Офтальмолах только... Кабинет обкуривания, все, ты сидишь. Тебя запускают по чуть-чуть дымка.
Тебе измеряют там... Смотрят, как тебя плющат. Ну, даю тебе фломастер, белый лист бумаги, смотрят, что ты рисуешь. Ну, как бы все. Общаются с тобой. Общаются с тобой, разговаривают. Если более сложная стадия, врач с тобой чуть-чуть дал, как бы, ну... А врач по-любому должен с тобой поддать. Ну, а как он тебя поймет? Ну, прикинь, не пьющего бармена. Так он тебя только так и поймет, если с тобой поддаст. Сложнее тому врачу будет, который, допустим, к которому придет на ширку человек получать документы. Ширма. В тот кабинетик, 7-й. Канадские наркоманы те типы еще, конечно. А чем им там заняться? На водопад смотреть? Обсандалили, Все, и в хоккей играют, и в баскетбол, все. Пособие $4000. Ну, я же тебе говорю, и сидят. И откуда у них бабки вообще, Как у непонятно. нас весь инжект получает у студенты Не, ну реально, ну после повышения в 1,5 раза. что надо делать? Что она производит? Канадские доллары. Приехали, ну вот, приехали туда богатые французы и украинцы. Все, и И сидят все там. испортили. Ну, они приехали туда с бабками, и всем дают в кредит, и живут на процент уже 200 лет. Украинцы? Украинцев. Украинские студенты занимают в кредит канадцам, потому что у них теперь X1,5, а у некоторых X2,5. Как тебе такая новость? Через блокчейн. Через все. В Китае нашли доказательства употребления пива в эпоху неолита. Это он бочку, блин, не пьет пиво. Да, ну похоже, как будто человек ебет горшочек. Ну, Ну непонятно на самом деле. С чего они решили, что это пиво? он поссать пошел. И прилег. А, так это мочевой пузырь у него Ну. так раздуло. Прикинь, выпил пиво, говорит, пиво ищи дырочку и сдох. Загубили пацана в эпоху неолита, конечно. Такая была эпоха сложная. И только потом они через 100 лет поняли, что можно просто под дерево поссать, как бы, и все. Потом нету, как бы, Это был первый- нету инфраструктуры, понял? Это нету не- социума, никто не наругает. Как Это бы. не первый пивной алкоголик, получается, а первый культурный, образованный человек. Получается, первый человек, который хотел вынести культуру потребления пива на новый уровень в эпоху неолита. И только потом он написал WC. Надо под ним где-нибудь там поискать, может, у него есть какой-то бортовой журнал, дневник какой-то, летопись. Вышли с пещеры, и где-то с пацанами собрались у костра попить пивка. А до Он говорит, пещеры я ходят пойду дальше. отолью. Прикинь, вышел и не нашел свою пещеру. Не нашел свою пещеру. И Пожалел. остался на 2000 лет там поваляться. Испанский епископ лишился сана после того, как влюбился в писательницу, которая публикует эротические романы с сатанинскими мотивами. Большинство священнослужителей Сальсоны уверены, что их бывший коллега одержим. А я хотел бы донести до значит, ребят из Сальсоны, что это просто сперматоксикоз, это не одержимость. Это же весной было, правильно? А когда еще влюбляться, если не весной? Тем более говорят, что скоро зимы не будет, по ощущениям. Будет одна весна, так это будет популяция планеты расти. Просто я думаю, что отсутствие зимы заденет и другие поры года. Понимаешь? Если не будет зимы, то как можно назвать весну весной, если она совсем другая будет? Будет весна, сосна и так далее. Не, просто надо будет придумать какой-то одну пору года для всех одновременно. Стадии вот этого беззимья. Так она будет так и называться, беззимье. Я просто думаю, что в «Играх престолов» нужно было в какой-то момент просто вставить наших метеорологов, и они бы просто прекратили бы существование 5 сезонов. А по ощущениям скоро зимы не будет вообще. Все, и стена эта нахуй не нужна больше, потому что не будет белых ходоков. Нет зимы, нет ходоков. Все. Новость следующая. В Славуте Хмельницкой области мужчина решил отобрать у своей дочери дом, который подарил ей почти 20 лет назад. От соседей он узнал, что дочь не его, поэтому обратился в суд. Но получается, он хочет забрать не у дочери, а у какой-то посторонней женщины, которая 20 лет называла его папой просто. Какая-то обычная среда, знаешь, идешь такой себе домой, а соседка такая высовывается в окно, говорит: «А Ленка-то не твоя дочь». Твоя-то у меня тут бегает. Все равно же она его дочь, он же ее воспитал. Отец же не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, говорится. Ну все правильно, и гражданский брак такого ж нет уже. 3 года прожили, все равно будет добр половину. Слушаем сторону обвинения в суде, говорит судья. Смотрите, какая ситуация. Мне соседка
на серьезных абсолютно щах заявила, что это не моя дочь, я хочу забрать у нее жилье. Занесла после 2 литра Сэма такую новость. А судья такая, а кто соседка? Какая соседка? Марья Ивановна. Марья Ивановна, уважаемый человек, принимается сторона защиты вашего слова. Отсели-то 7 А что человек. ты против слова Марьи Ивановны скажешь? Сиди, молчи. Ну что же, друзья, наша рубрика «Ухонос» подошла к концу. Не забывайте ставить лайки, колокольчики, подписываться на наш канал, писать комментарии любого характера, потому что нам абсолютно по барабану, что вы пишете. Ваши негативные комментарии никаким образом нашу жизнь не меняют. До свидания.